Всем привет! Выпустив ролик про убийство Распутина, я почувствовала, что мало было сказано о его убийцах, а там-то как раз самая мякотка. Вы на канале «Однако тенденция», а давайте-ка я вам побольше расскажу про этих замечательных господ. Эстета Феликса Юсупова, Дикого Пуришкевича, великого князя Дмитрия Палыча, малоизвестного поручика Сукотина и еще кое-кого. Главным идейным вдохновителем убийства бедолажного старца Григория Ефимовича Распутина принято считать князя Феликса Юсупова. Однако в этом есть сомнения, так что давайте разбираться. Как известно, Феликс родился в баснословно богатой семье. Что интересно, фамилия Юсупов ему досталась не от отца, а от матери. И вот почему. Родоначальником рода Юсуповых был некий Мурза Юсуф, который служил верой и правдой Ивану Грозному, за что и получил титул. Сам Феликс утверждал, что его предок является прямым потомком Мухаммеда. А это опять-таки случай так называемого... Преувеличение. А вообще род Юсуповых принято считать очень древним и знатным. Хотя злые языки говорили, что во времена Ивана Грозного было так: кому царь шубу подарит, тот и князь. А настоящих-то князьев на Руси было якобы только два семейства – Рюриковичи да Гедеминовичи. Но мы не станем вдаваться в эти феодальные разборки. Отец будущего убийцы, граф Сумароков-Эльстон, выгодно женился на единственной наследнице рода Юсуповых Зинаиде Николаевне. Жена была княжеского рода, а он всего лишь граф. В таких случаях женщина теряла титул отца и становилась графиней по мужу. Но для мегабогатых людей всегда можно сделать исключение. Александр III издал указ, разрешивший супругам стать князьями Юсуповыми, графами Сумароковыми Эльстон. То есть папа Феликса стал одновременно и графом, и князем. Аль ты князь? Я, пожалуй, князь. Граф-герцог! Здравствуйте, граф-герцог! Одним Иваном Грозным не обошлось. Привилегированное семейство продолжало тусоваться с царями. Встретиться за чашкой чая с Николаем II и его женой для них было самое обычное дело. О своей маме Феликс высказывался так. Всюду, где появлялась мать, она приносила свет, ее взгляд сиял добротой и кротостью. Мило. Кстати, именно эта кроткая и добрая женщина яро подталкивала сына к убийству старца. Вообще, красавчик Феликс был ее любимчиком, а когда он был маленький, маменька наряжала его в платьишке, потому что мечтала о дочке. По мне, лучше так не делать. Из сына живую куклу. Такие вещи могут плохо закончиться. И закончились. Начиная с 17 лет, красавчик Феликс любил пошалить оригинальным образом, переодевался в женские наряды, шел на тусовки, знакомился там с молодыми людьми и т.д. Нехорошие слухи стали циркулировать в высшем обществе, и тут-то маманя спохватилась. Сыночку отправили учиться в Британию, в Оксфорд. Впрочем, он туда был зачислен не как студент, а как вольный слушатель, чтобы не слишком сильно утомляться уроками. Все-таки мальчик был занят, одевался в платьишки и посещал в таком виде театры и прочие заведения. Oui, le chambre de pipi. Through there, but the performance is about to start. Merci. Переодевался, знакомился с молодыми людьми, было весело. В общем, милый такой мажор, слегка зажравшийся, но безобидный. Вернувшись в Россию, Феликс задумал жениться на племяннице Николая II, Ирине Романовой. Мама Ирины приходилась царю сестрой, а папа двоюродным дядей. Оба родителя были не в восторге от перспективы брака дочери со скандальным князем. Царь и царица тоже не радовались, тем более, что потенциальными женихами Ирины были греческий принц Христофор и принц Уэльский, будущий британский король Эдуард VIII. Кстати, если что, об этом самом позорном монархе в истории Британии у меня на канале аж целых 2 ролика есть, но сейчас не об этом. Ирина была невероятно красивой, но странной девушкой. Современники отзывались о ней как о чрезмерно застенчивой и неспособной связно поддерживать беседу. Однако она была упряма как мул.
и твердо объявила, что либо выйдет замуж за прекрасного Феликса, либо останется старой девой. Но как же было устоять 18-летней барышне, которой ухажер писал такие вот письма? «Думала я когда-нибудь, что в вашей маленькой, неопытной головке уже существуют такие устоявшиеся взгляды на жизнь, и что мы с вами эту жизнь понимаем и чувствуем одинаково. Таких людей, как мы с вами, очень мало в этом мире, и понять нас другим почти невозможно. И вы, и я, в общем, глубоко несчастливы. Мы оба думали, что нас никто не понимает, и что только мы так чувствуем». И т.д. и т.п. Вот так надо пудрить мозги юным девицам. Родителям Ирины пришлось уступить. Родители Феликса ликовали, что им пришлось породниться с Романовыми. Николай II с супругой недовольствовали, но возражать не стали. Брак княжны царской крови, пусть со сказочно богатым, но одиозным Юсуповым, вызвал небывалый скандал в обществе. Однако Феликс и Ирина жили очень дружно. Правда, в кругу своих друзей он называл близость с женой диетой. В общем-то, и секс у нас такой довольно бездушный. Что, даже обниматься не будем? Но это не мешало их счастью. Они во всем друг друга поддерживали. Например, Ирина горячо приветствовала идею мужа избавить Россию от богомерзкого Распутина, присосавшегося как пиявка к высочайшей семье. Он же вмешивается во все, всюду проникает, все путает. Нет! Решительно нет сил! Вообще гнусный план убийства много кто поддерживал. Например, бабушка Ирины, мама Николая II, Мария Федоровна. Она только просила не делать Распутину слишком больно. Добрая женщина. Сам Феликс до конца жизни считал, что сделал важное дело ради спасения Родины. Каким образом это что-то изменило, кроме как повергло в отчаяние бедолажную императрицу, непонятно. После революции Юсуповы эмигрировали в Британию. Феликс гордился собой, считал себя исторической личностью и написал книгу о своих подвигах. Прочитавши сие творение, дочь Распутина Матрена подала в суд с целью отсудить в $800 000. Однако в иске ей было отказано. При этом Феликс Юсупов на Матрену зла не держал и всегда отзывался о ней по-доброму. Но понятно, ведь княжеское воспитание не позволяло дурно говорить о даме, то ли дело толпой беззащитного мужика убивать. Вторым членом шайки убийц был мил дружок красавчика Феликса, великий князь Дмитрий Павлович Романов, тоже красавчик. Он был сыном великого князя Павла Александровича и великой княгини Александры Георгиевны до замужества принцессы греческой и датской. Кстати, ее родной брат принц Андрей был отцом принца Филиппа, герцога Эдинбургского, который женился на британской королеве Елизавете II. Как причудливо тасуется колода. Да уж причудливо. Полюбуйтесь, как похож в молодости Дмитрий Павлович на своего кузена. Еще лет 100, и все европейские роялы окончательно будут на одно лицо. Впрочем, это к делу не относится. Мать великого князя Дмитрия умерла в 1891 году, сразу после его рождения. Отец сильно загрустил и отдал детей на воспитание печально известному великому князю Сергею Александровичу и его жене, которая не баловала сироток материнской лаской. Однако настал год Первой русской революции, 1905, и благодарные подданные открыли сезон охоты на великих князей. Много их тогда полегло от рук бомбистов, включая Сергея Александровича. Жена его ушла в монастырь. А Дмитрия и его сестру отдали на воспитание в семью Николая II. Современники характеризуют великого князя как человека доброго, но легкомысленного и без царя в голове. С молодых ногтей он подружился с пресловутым Феликсом Юсуповым, попал в плохую компанию. Они постоянно шокировали высшее общество дурным поведением и даже позволяли себе идиотские выходки. Из письма Феликса к матери. «Если портсигар не найдут, надо сделать следствие, потому что я знаю, наверное, что его найдут в доме. Вели осмотреть ванную. Вчера Дмитрий Павлович опять хотел сделать пипи в ванную, и у нас из-за этого произошла драка. Может быть, в это время портсигар и завалился куда-нибудь». Пип-пип. Боже мой.
Кстати, этот любитель делать пипи в чужие ванны был вообще-то пятым в очереди на престол. В семье Николая II к нему относились как к родному, и он прекрасно знал, какое колоссальное горе принесет царице смерть Распутина. Ну и кто он после этого? Свинья ты противная. И неблагодарная. После революции 1917 года великий князь сбежал во Францию, где несколько поиздержался, но парню с таким титулом и внешностью пропасть не дали. Для начала он попал под крылышко Коко Шанель и жил с ней на всем готовом вот в этом особнячке. Роман длился год, после чего они разбежались, но остались друзьями, потому что Дмитрий Палыч был милейший человек. Затем он женился на американской миллионерше Одри Эмери. Брак продлился не слишком долго. Возможно, ей не нравилось, что муж постоянно тратил ее деньги на монархическую организацию «Младороссы». Умер великий князь в 1942 году в возрасте 50 лет от туберкулеза и болезней почек. Третий участник заговора против Григория Ефимовича – поручик Сергей Михайлович Сухотин. Это была не менее интересная личность, связанная крепкой мужской дружбой с вышеперечисленными заговорщиками. Справедливости ради, это был человек храбрый, мужественно сражался на полях Первой мировой и был награжден орденами. После ранения вернулся в Питер, где поучаствовал в убийстве Распутина. После революции Сергей Михайлович не сбежал за границу, а стал советским чиновником. Правда, в 1918 году он был осужден за взятки и спекуляцию и попал в тюрьму, где организовал оркестр народных инструментов. После освобождения он стал директором музея Льва Толстого «Ясная Поляна» и женился на его внучке Софье Андреевне Толстой. В 1925 году Сухотин таки эмигрирует. Состояние здоровья у него было уже печальное, но добрый Феликс Юсупов оказал материальную поддержку старому другу, а Софья Андреевна развелась с ним и вышла замуж за Сергея Есенина. Следующий уголовник – депутат Думы Владимир Митрофанович, извините за неприличное слово, Пуришкевич. Самая одиозная личность в истории российской политики. Вообще, в начале 20 века Дума славилась скандалами. Депутаты орали друг на друга и обменивались угрозами. Недаром кое-кто метко назвал эту вакханалию парламентским идиотизмом. Но даже на таком веселом фоне звезда Пуришкевича сияла ярче других. Он имел обыкновение обрушиваться с бранью на своих противников. Например, обозвал кадета Родичева «вонючкой». А по поводу выступления крестьянского депутата Петрова заявил: «До него тут выступали князья, графы, бароны, а теперь, господа, мы выслушали хама». Кругом один чумазый, господи! Ну скажите вы мне, где они, представители нашей первоклассной аристократии? Раз, когда он поливал оппонентов отборной бранью с думской трибуны, раздались возгласы: «Да он сумасшедший, позовите психиатра». Шизоид, посмотрите. Любой психиатр скажет «сумасшедший». Взбесившийся Пуришкевич запустил стаканом в Милюкова, а затем пытался кидануть в него еще и графином, но был остановлен думским приставом. Кого-то мне это напоминает, конечно. Кстати, он был родственником декабриста Александра Корниловича. Однако, несмотря на такое почетное родство, Пуришкевич был мерзким черносотенцем, призывал к убийству политических противников и поддерживал погромы. Вообще он меня бесит. Вот. Меня тоже, особенно своей манией величия. Он имел наглость утверждать, что именно ему принадлежит первенство в заговоре против Распутина. Якобы он и план разработал, и роковую пулю выпустил в голову старцу, и вообще был самый главный. Ну-ну. Кстати, насчет самого главного. Было принято считать, что им был красавчик Юсупов. Однако в то же время ходили упорные слухи, что убийство Распутина было операцией британской разведки. Судя по воспоминаниям посла в России Джорджа Бьюкенена, ему было известно о предстоящем преступлении за неделю. В своей книге он пишет о Николае II. Я слышал, что его величество подозревает молодого англичанина, школьного товарища князя Феликса Юсупова, в соучастии в убийстве. Я воспользовался случаем заверить его, что подозрение это совершенно неосновательно.
Ну, конечно, неосновательно. Все прекрасно все знали. И в 2004 году британцы выпустили документалку под названием «Кто убил Распутина», где всю правду матку выложили про этого школьного товарища, князя Феликса Юсупова. Звали его Освальд Райнер, и их связывала нежная дружба и веселые времена, проведенные в Оксфорде. Райнер был агентом британского секретного разведывательного бюро. Сейчас эта служба называется Ми-6. Кстати, в своих воспоминаниях Юсупов упоминает, что на следующий день после убийства они обедали с Райнером, который якобы только знал о заговоре и пришел узнать, как все прошло. Но британская документалка открытым текстом объявила, что именно Освальд Райнер произвел контрольный выстрел в лоб Григорию Ефимычу. Испытываешь гордость за то, что ты англичанин? Создатели документалки получили доступ к российским архивам, включая данные криминалистической экспертизы по делу Распутина, и пришли к выводу, что за правилой в антираспутинской шайке был как раз Освальд Райнер. И знаете что? Я им верю. Ибо маловероятно, что одиозные стероиды типа Юсупова или Пуришкевича, а тем более балбеса Дмитрия Павловича, могли бы самостоятельно такое осилить. Сдается мне, что тот сильно попахивает железной хваткой Британской империи. В общем, такая погонь, что дальше некуда.